Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Дивный творческий мир, и сегодня буду делать красивую поделку для Пасхи в виде яйца на ножке с цветами. Как сделать заготовку в виде яйца, я сейчас останавливаться не буду, потому что есть видео, в которых я подробно это показываю и рассказываю. Я оставлю ссылочку на эти видео, вы все посмотрите, если не видели. Вот такие заготовочки у меня получились, сделала их сразу несколько штук. А пока заготовки откладываем в сторону и приступаем к изготовлению ножки. Я обычно сохраняю всякие крышечки, флакончики, втулки и прочее. Вот беру втулку от лески рыболовной. И у меня остались от прошлых работ такие жгутики, скрученные из салфеток. И ими я закрою пространство, которое мне не нужно, вот эту пустоту на втулке. Она у меня будет находиться в основании. И затем соединяем все эти детали между собой. Втулка идет вниз, затем приклеиваю флакончик от дезодоранта и сверху крышка. И получается вот такая будущая ножка. Но для того, чтобы она стала похожа на ножку, нужно все это заклеить салфетками. Снова нарываем на кусочки салфетки и приклеиваем их на клей ПВА. Здесь слоев много делать не нужно, нам всего лишь надо все это соединить в единое целое, поэтому достаточно 2-3 слоя. И оставляем также на просушку до полного высыхания. Вы знаете, мне писали о том, что некоторые не умеют пользоваться молдами, не было такой практики, и поэтому вот эту работу я делаю без всяких молдов, и я думаю, что с этим точно справится каждый. Изготовить вот эту заготовку яйца с помощью воздушного шарика, собрать ножку и взять любые искусственные цветы. Я их обычно собираю, много лет они у меня складируются, остаются от каких-то работ, я все это складываю в пакетик и храню, и потом использую в других работах. Поэтому я думаю, что вот такую пасхальную поделку действительно сделать легко и просто буквально каждому. Итак, моя ножка высохла, и теперь я покрываю ее белой акриловой краской. После этого можно покрыть еще лаком для большей надежности. И теперь мне нужно закрыть вот это отверстие от шарика. Все просто, также заклеиваю кусочками салфетками. Маленькими кусочками, чтобы закрыть только это отверстие, буквально кусочков 10, чтобы это все было тоже плотненько. Даю просохнуть и затем соединяю яйцо с ножкой с помощью термоклея. Слегка придавливаю, чтобы все хорошо приклеилось, а затем еще раз прохожу по шву клеем по кругу для большей надежности. И все, можно приступать к отделке, к декору. Для декора я подобрала искусственные цветы и листья. Приклеивать я их буду на термоклей. Как вы видите, у меня их большое количество. И начинаю я с листьев. Пусть они будут как основа по кругу располагаться внизу яйца. А затем я буду уже дополнять их цветами. И где нужно, добавлю еще и листиков, конечно же. Листики я приклеиваю так, чтобы они были слегка опущены вниз в сторону ножки и не закрывали яйцо. Тем более, что сверху я буду приклеивать еще цветы, и листья мне мешать не должны. Поэтому я их под углом приклеиваю, опуская слегка вниз. Ну вот, подушка из листьев фактически готова, и я приступаю к цветам. У меня есть вот такие детальки фиолетовых цветочков. Это был когда-то большой пышный цветок гортензии, который я разделила на части для каких-то других поделок, потому что в крупном виде она мне не нужна, а именно по таким вот частям замечательно подходит для различных моих декоративных поделок. Итак, приклеиваю вот эту гортензию в нескольких местах. У меня она есть разных оттенков. Сиреневая, светло-розовая. Также есть вот такая зеленая, такой яркий, красивый салатный весенний цвет. Мне он очень нравится. И я сделаю его как акцентным. Приклеиваю в нескольких местах, чтобы при каждом повороте яйца присутствовал этот яркий, красивый весенний оттенок. Также приклею пару вот таких красивых нежных чайных роз. И продолжаю смотреть, где есть пустоты, я стараюсь заполнять их цветами. Нежными розами, гортензия, плюс есть вот такая красивая веточка, это, наверное, лаванда, я не знаю, искусственная.
Самый главный принцип здесь при приклеивании цветов, чтобы яйцо находилось как будто в гнезде. Вот из этих искусственных цветов и листьев я создаю такую подушку, как будто вот в виде гнезда, в котором находится яйцо. То есть оно ни в коем образом не должно быть закрыто, потому что все-таки основной, как говорится, гвоздь программы — это, конечно же, яйцо, так как мы говорим о Пасхе, о пасхальной поделке. Поэтому мы оставляем его фактически открытым, украшая снизу. Вы можете украсить такое яйцо в какой-то одной цветовой гамме. Если, допустим, вы любите нежные какие-то постельные тона, можно сделать только в розовом цвете, в нежно-голубом цвете, в каком угодно, в каком вам нравится. Можно, наоборот, сделать ярко и пестро, используя буйство красок, так как это Пасха, замечательный праздник и так далее. Все на ваше усмотрение. Я вам показываю вариант, как это сделала я, а вы уже можете подстраиваться под свой вкус и под свои предпочтения. В принципе, работа готова, но я добавлю один маленький момент, посажу сверху небольшую гипсовую уточку. И на этом, пожалуй, все. Вот такая пасхальная композиция «Яйцо на высокой ножке с цветами» у меня сегодня получилась. Надеюсь, вам пригодится этот мастер-класс, тем более сделать эту работу достаточно просто. А на сегодня я с вами прощаюсь. Всем хорошего настроения, весеннего солнышка и тепла. И, как всегда, творческих успехов и побольше рукоделия в вашей жизни. Пока-пока!